Всем привет, кто открыл это видео, и это третье видео в формате краткого пересказа про мою семью в челлендже «Ультра-экстремальный апокалипсис». На предыдущие две серии я оставлю ссылку в описании под видео. Напомню, что суть челленджа в том, что вы начинаете на пустом участке, без денег, без дома, без каких-либо удобств в виде коммунальных услуг, воды или электричества. Вы не можете себе позволить купить душ, холодильник, плиту, удобные кровати. Едите вы только лук и рыбу и пытаетесь выжить, когда у вас ничего нет и покупать особо ничего нельзя. С каждым поколением ваши персонажи должны достигать вершины карьеры, и каждая карьера снимает определенный круг ограничений. Какие ограничения были сняты за первые два поколения, вы можете посмотреть либо вот видео, на которое я оставлю ссылку, либо у меня есть древо, где, нажимая на каждого персонажа, можно посмотреть, какую карьеру он закрыл и какое ограничение снял. Либо я также сделала файл с более подробным описанием всех пройденных карьер. Ссылки на все эти документы я тоже оставлю в описании под видео. Ну, а мы давайте начинать. И сегодняшняя серия будет посвящена третьему поколению. Напомню, что третье поколение у нас состоит из наследника Александра, его жены Элли, и у них уже есть двое детишек. Это наследник Феликс и дочка Адель. Алекс работает на карьере алмазного агента, а Элли – организатором благотворительного фонда. У Алекса есть сестра Моника, она закрывает карьеру военнослужащего офицера. Брат Реймонд, он закрывает карьеру ботаника-садовода, и младший брат Давид, который уже закрыл подростковую карьеру продавца. Об этом я рассказала в прошлой серии. И на начало этой серии у меня есть плохая новость и хорошая. Давайте я начну с плохой. А плохая новость заключается в том, что Рэй у нас поймал страх бесперспективной работы. Это как раз тот страх, из-за которого был уволен Айден во втором поколении. Поэтому в этот раз, чтобы не потерять и время, и карьеру, Рэй сам уволился с карьеры ботаника и нашел новую работу. Ему выпала карьера военнослужащего, спецагента. Это то же самое направление, получается, где работает Моника, только Моника офицер, а Рэй будет спецагентом. И так как Моника к этому времени уже была достаточно высокого уровня по должности, то она помогла Рэю устроиться в армию в качестве новобранца. А хорошая новость состоит в том, что Моника вышла замуж. Джованни сделал ей предложение, и вот у них родился мальчик Кевин. Все третье поколение, кроме Рэя, очень хорошо у меня продвигались по карьере, и в какой-то момент у них даже было соревнование, кто первый достигнет вершины, потому что и Алекс, и Элли, и Моника были одновременно на 9 уровне своих карьер. И первым закрыл свою карьеру наследник Александр. У него была очень шикарная карьера алмазного агента. Она разрешала персонажам выезжать из династийного дома. Раньше этого делать было нельзя. И еще теперь можно перемещаться внутри своего городка. Ну и Первым, кто от нас съехал, был Давид, потому что он у нас, как я сказала, закрыл свою карьеру еще в подростковом возрасте. Личная жизнь у него не складывалась, потому что он постоянно был дома, постоянно помогал, то готовил, то сидел с племянниками. Поэтому, чтобы как-то устроить свою личную жизнь, он очень хотел детей, он съехал. Правда, он съехал недалеко, в дом напротив, но было очень грустно. Было очень грустно его провожать, потому что это был мой любимый персонаж. И когда Давид съехал, Алекс и Элли ждали третьего малыша. И у них родилась еще одна девочка, которую назвали Аврора.
Следующей карьеру закрыла Элли. У нее тоже хорошая карьера, организатор благотворительного фонда. Она открыла в городе старшие школы. Было, конечно, условие, что чтобы подростки начали ходить в школу, они должны прокачать навык фитнеса на максимум, но это, знаете, уже мелочи, потому что раньше школ для подростков в апокалипсисе вообще не было. Поэтому, да, Элли тоже внесла большой вклад в развитие города. К этому времени уже повзрослели детки. Вот таким вырос красавчик Феликс, это наследник, и его сестры Адель и Аврора. И, конечно же, с нами ребенок Моники Кевин. Феликс первый из детей, кто прокачал навык фитнеса на максимум, и он первый в нашей семье, кто пошел в старшую школу. Это действительно было большим прогрессом, потому что в городе появилось образование. Рэй к этому моменту обрел свою любовь с Джейн, которая приехала в наш городок тоже для спасения этого мира. Они поженились, но жили раздельно, так как пока Рэй не закроет свою карьеру, он никуда из династийного дома не может уехать, иначе эта карьера для прохождения челленджа не засчитается. Ну, а заселить в дом мы можем только супругу наследника. Еще одна карьера, которая была закрыта практически одновременно с Феликсом и Элли, это карьера Моники. Военнослужащий спецагент. Эта карьера открывала уже младшие школы. Раньше они были у нас открыты, но для их посещения у ребенка должен был быть прокачан интеллект на 10. А теперь, благодаря Монике, все дети, независимо от уровня интеллекта, могли посещать школу. И после закрытия своей карьеры, конечно же, Моника сразу решила переехать к своему мужу Джованни. Единственное, сына Кевина ей пришлось оставить в династийном доме, так как у нас на него были планы, а именно мы хотим вырастить его сильным парнем, прокачать навык фитнеса на максимум, чтобы он закрыл подростковую карьеру. И только после этого он поедет к маме. Поэтому вот им сейчас пришлось расстаться. И вот у нас уже взрослеет Феликс, и настала пора выбирать ему карьеру. Ему выпала карьера кулинара-бармена. Феликс был красавчиком, плюс из известной семьи, поэтому девчонки на него обращали внимание. И одна из девочек, которая, знаете, с ее стороны было больше всего проявлений этих чувств, она была очень влюблена в Феликса. Это вот Вики. Она везде за ним ходила и даже, можно так сказать, знаете, навязывала ему свои чувства. Но Феликс еще на тот момент не понимал, что же он к ней чувствует. Но после того, как Феликс на катке познакомился с другой девочкой, у нас, кстати, стал доступен каток, так как Хиана, это второе поколение, закрыла карьеру культуриста, и это открыло нам каток, а Алекс закрыл карьеру алмазного агента, что позволило нам выезжать за пределы города, то таким образом Феликс смог посетить этот общественный участок. Там он и познакомился с девочкой Сайон. И вот как раз у Феликса чувства были именно к этой девочке. Единственное, у них была плохая совместимость, поэтому ему пришлось постараться, чтобы она согласилась с ним встречаться. Время в апокалипсисе летит очень быстро, и уже близилось день рождения Рэя, и он у нас, как вы помните, работает уже на второй карьере. Но, знаете, к счастью, он уже достиг 9 уровня, но, к сожалению, нам не удалось прокачать с ним дополнительно фитнес и ЗОЖ, чтобы, если вдруг он не успеет закрыть свою карьеру, он бы смог работать на пенсии. Поэтому вот сегодня последний день у него перед днем рождения, когда он идет на работу, и дальше перед нами встанет выбор. Если он не закрывает карьеру, то у нас вариант, что первое, мы увольняемся, и он переезжает к жене.
соответственно, карьеру мы теряем. Или второй вариант, он остается дома и идет на работу в свой день рождения. Дальше опять развилка. Если он получает повышение, то у нас плюс одна закрытая карьера, либо он не повышает повышение, но и в том, и в другом случае у него будет день рождения, и так как мы ему не прокачали ЗОЖ, то его настигнет маразм. Это означает, что я не смогу им управлять, и поэтому, чтобы он не нарушал правила челленджа, его придется запереть в подвале, в отдельной комнате и просто передавать ему туда еду. Для меня это очень жестокий выбор, поэтому, когда вот Рэй вернулся с работы и не получил повышение, то после долгих моих, знаете, переживаний, раздумий, я все-таки выбрала, что он бросает свою карьеру и уезжает к жене. Я решила пожертвовать карьерой, но зато он не впадет в маразм. Я очень люблю всех своих персонажей, поэтому я не смогла на это пойти. И Рэй тоже от нас переезжает к жене, не закрыв свою карьеру. К этому времени уже повзрослел Кевин, он стал подростком, и вот они вместе с Адель на пару прокачивают фитнес, чтобы пойти в школу, и плюс, чтобы Кевин пошел на подростковую карьеру. А у Алекса и Элли случилась незапланированная беременность. Они уже были в достаточно взрослом возрасте, детей не планировали, но это случилось, и у них появился четвертый малыш третьего поколения, которого назвали Леон, а коротко я его называю Львеночек. А Феликс дал знать Вике, что у него к ней нет чувств, и все свое время он проводил с Сайон. Но когда Феликс уже планировал сделать ей предложение, и вся семья ждала этого события, у нас из жизни ушел Алекс. Это наследник третьего поколения. И, соответственно, это была очень большая грусть, очень большая печаль для всей семьи, поэтому ни о каком предложении уже речи не было. Но Феликс предложил Сайон переехать к ним в дом, пусть без свадьбы, пусть официально еще это не было оформлено, но зато они хотя бы начали жить вместе. После переезда Сайон сразу же устроилась на работу, и ей выпала карьера художника, истинного мастера. Поэтому у нас в доме первый раз появился творческий человек, и в доме появился первый предмет для творчества. Вы знаете, это был такой прогресс, какой-то невероятно большой шаг на пути к восстановлению этого города после апокалипсиса. Свадьбы у Феликса с Сайон не было, да и в целом в этом городе нет такой традиции праздновать свадьбу. Пары просто ходят в мэрию, подают заявление, что вот теперь они живут вместе и теперь они семья. Но Сайон в своих мечтах, во снах, она все время представляла. Поэтому сейчас вы увидите свадьбу из сна Сайон.
В реальной жизни у них ничего не изменилось. Феликс с Сайон продолжают работать. Кевин с Адель прокачивать навык фитнеса, чтобы пойти в школу. Ну а Элли занимается своими младшими детьми, Авророй и львеночком. И наступил момент, когда они жили уже в городе, да, не в нашем доме, но нас стало покидать мое третье поколение. В какой-то момент ушла из жизни Моника. Напомню, ее сын Кевин остался в нашей семье, и больше детей они не завели. А через какое-то время из жизни ушел Рэй. В этот момент было новое обновление игры перед новым дополнением «Профей», и у всех был баг с беременностью. И этот баг случился и у меня. Потому что после того, как не стало Рэя, я увидела его жену беременной. Причем она в этот момент уже была пожилой. И это было что-то невероятное, потому что Рэя в этом мире уже нет. У Давидика, кстати, все было хорошо, он женился, у них родился малыш, он, правда, уже тоже был в преклонном возрасте, но малыш у них получился симпатичный. А к этому моменту уже повзрослела Адель, и Кевин прокачал фитнес до 10 уровня, поэтому они пошли устраиваться на работу. Адель досталась карьера садовника-ботаника, а Кевину досталась карьера официанта. Поэтому ребята стали стараться еще больше, чтобы как можно скорее получить повышение в своих карьерах. Ну, а мои Феликс с Сайон забеременели, и мы ждем наследника 5-го поколения. И вновь наследником у нас становится мальчик. У нас 5-е поколение, и в каждом поколении наследниками становятся мальчики. И вот встречайте, наследник 5-го поколения Даррен О'Рейли. И подведу итог, что сейчас на канале будут выходить эпизоды с продолжением этой истории. И спасать мир после апокалипсиса у нас будут наследник 4-го поколения Феликс, его жена Сайона, у которых теперь есть малыш Даррен, и сестры Феликса Адель и Аврора, и его младший брат Леон. И хочу вам сказать, что я практически каждый день размещаю на канале посты с новостями, с какими-то фотками из игры. Там я провожу опросы, голосования. Также я там размещаю ссылки на своих персонажей для скачивания в открытом доступе. И плюс в ближайшее время у меня планируется новый челлендж, где мне потребуются персонажи. И я планирую взять в новый челлендж ваших персонажей. Поэтому, чтобы ничего не пропустить, обязательно подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о постах, о видео. И в будущем ваши персонажи смогут поучаствовать в моих челленджах.